Привет, друзья! В правительственных кругах Германии все чаще звучит термин, который еще недавно казался невозможным. Общенациональное голосование. Это не выборы, не опрос, а именно плебисцит. Как сообщают источники, близкие к юридическим кругам, в закрытых документах уже фигурируют формулировки о необходимости обновления основного закона. В черновиках обсуждается отмена децентрализации как обязательного принципа, передача ключевых прав на принятие решения в центр, перераспределение полномочий без обязательной оглядки на региональные институты. Один из инсайдеров отметил, это выглядит как подготовка к системе, где не остается механизмов блокировки сверху или снизу. А это означает только одно – переход к модели прямого управления с юридической опорой на голосование. Рядом разворачивается куда более технический, но не менее важный процесс. Как говорится в одном служебном документе, попавшем в руки журналистов, реформа полномочий – это часть системы быстрого реагирования. Фактически речь идет о том, что все ключевые функции от обороны и безопасности до экономики и миграции будут перераспределены в центр, без необходимости проходить через парламент, без согласования с федеральными землями. Внутри правительства создается управленческий контур, в который входят три основных блока – финансовый, юридический и силовой. Именно эти группы по новой схеме получают право оперативного одобрения решений, без отдельного рассмотрения в Бундестаге. Регионы получают уведомления о неприглашении к обсуждению. Это вызывает непонимание даже среди представителей тех земель, которые ранее поддерживали линию на реформы. Особое внимание в связях между новой вертикалью и группами интересов из бизнес-сектора и оборонной сферы. Как сообщают источники, близкие к переговорам, создаются альянсы нового типа между государственными координаторами и крупными подрядчиками, которые готовы брать на себя часть задач. Некоторые наблюдатели вспоминают, еще при Меркель в Европейском Союзе обсуждалась модель быстрого административного ядра, но тогда она была принята рискованной. Теперь эту же конструкцию внедряют уже в национальном масштабе, не через закон, а через внутреннее распоряжение и договоренности. Интересно, что сами чиновники не называют это централизацией. Официальный термин – это управленческая оптимизация в условиях повышенной турбулентности. Но вот где начинается настоящая архитектура? В деталях перераспределения власти. Если раньше немецкая бюрократия напоминала точный часовой механизм, где каждое министерство выполняло свою функцию, то сейчас этот механизм заменяет гибкой сборкой под новые задачи. Старые министерства, особенно созданные в 90-е после объединения Германии, частично ликвидируют, частично реформируют, но не в классическом виде, а с полной заменой логики их работы. На смену привычным структурам приходят координационные блоки, как я сказал, они не имеют статуса классических ведомств, им не нужно проходить согласование через Бундестаг, они не ограничены действующими федеральными законами в той мере, в какой это было раньше. Формально это называется административная оптимизация, но по сути это перезапуск системы без участия традиционных механизмов парламентского контроля. Блоки получают прямой доступ к базам данных, распределению бюджета и контрактам. Некоторые из подрядчиков, фигурирующих в схемах, связаны с IT и оборонной промышленностью. Это не просто смена игроков, это смена самой игры. И вот это и есть новая бюрократия, а точнее ее управляемая альтернатива, настроена на реакцию, а не на обсуждение. А теперь самое неожиданное. Что же сделали с привычной бюрократией? Формально это инициатива правящей коалиции, но если копнуть глубже, всплывает структура, которую между собой уже называют оперативный центр при канцелярии. В эту неформальную группу входят не только чиновники, здесь представители крупного бизнеса, IT-консультанты, выходцы из стратегических институтов и те, кто ранее занимался переговорами на уровне Европейского Союза. Как сообщают источники, близких к переговорам, именно эта команда в начале года подготовила первый черновик схемы управления новой формацией. Именно они предложили архитектуру, при которой регионы и парламент получают статус информируемых, но не участвующих. Сравнение с эпохой Меркель напрашивается само собой. Тогда любые крупные изменения проходили сложный путь. Обсуждения в комитетах, дебаты, аналитические заключения. Теперь процесс укладывается в короткие сессии.
Особенность этой команды – это полная закрытость. Нет пресс-конференций, нет фамилий, нет публичных должностей. Но по факту они определяют вектор, темп и границы реформ. Есть мнение, что команда действует в связке с внешними консультантами из стран, где подобные управленческие модели уже ранее внедрялись. Но эти данные пока не подтверждены. Регионы, по сообщениям нескольких источников, либо не получают всей информации, либо узнают о решениях постфактум. Некоторые представители земель уже выразили обеспокоенность в частных встречах, но публично тишина. Состав оперативного центра меняется, в него входят эксперты по цифровым архитектурам, антикризисные управляющие и даже бывшие сотрудники аналитических служб. Но главное, у них есть ресурс, доступ и каналы принятия решений. И, как подчеркивают в ряде публикаций, они действуют без необходимости политической легитимизации. И вот здесь в игру вступают те, кого не видно, но кто решает все. Если раньше даже черновики новых законов просматривались в Брюсселе, а американская сторона участвовала в консультациях, то теперь наблюдается полный переход к автономному контуру. Об этом говорится и в правительственном обзоре за последний квартал, который не был, кстати, направлен в структуры Европейского Союза, вопреки ранее установленной практике. Механизмы координации просто исчезают из документооборота. По словам одного из экспертов, раньше каждое крупное изменение в сфере обороны, налоговой политики или цифровизации обязательно проходило европейский цикл от директив до процедур. Сейчас ни директив, ни консультаций. Особый сигнал – это запуск новых цифровых платформ, где функции ранее распределялись между странами Европейского Союза, а теперь сосредоточены в руках одной команды при канцелярии. Как пишут аналитики, внутри Германии разворачивается тестовая модель суверенного управления. Планы Европейского Союза по общей цифровой безопасности отложены, предложение Еврокомиссии о цифровом профиле гражданина Европейского Союза проигнорировано, отношения с Вашингтоном тоже изменились. Если раньше, например, Соединенные Штаты Америки получали полную информацию о направлениях реформ, то теперь только общее уведомление без деталей. А теперь посмотрите, кто не сидит за этим столом. Если разложить на части все, что происходит сейчас внутри политической системы Германии, картина начинает выглядеть как четко спланированная архитектура нового уровня. Уже не идет речь о классической вертикали. На смену министерствам приходят операционные ядра, как я сказал. Это структуры, которые сами распределяют ресурсы, подключают подрядчиков и принимают решения по принципу «результат важнее процедуры». Как рассказывают участники этого процесса, ключевой принцип – не блокировать себя согласованиями. Юридическая база под это тоже готовится. Один из разделов предполагает, что приоритетом становится управленческий алгоритм, а не постатейный анализ нормативов. Каждое ядро будет иметь цифровую архитектуру, собственные каналы доступа к информации и автономию в пределах задач. Это модель, где контроль не сверху, а внутри самой системы. Для сравнения, в старой системе министерство могло ждать одобрения бюджета месяцами. Теперь деньги идут напрямую через внутренние управляющие кластеры. Такая система требует новой идеологии, именно поэтому все чаще звучат формулировки вроде «сначала действуем, потом адаптируем законодательство». По мнению тех, кто курирует этот процесс, прежняя бюрократия не справлялась с вызовами скорости, с кризиса и цифровой конкуренции. А значит, ее нужно не реформировать, а заменить. Вот почему старая Германия, как ее знали, буквально разбирается на детали. И на ее месте формируется совершенно иная конструкция, гибкая, управляемая, бесшумная, но предельно эффективная. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.